Всем привет, друзья! Вы смотрите канал Pop Music, с вами Реальный Басист, и сегодня у нас на обзоре Electro Harmonix Bass Mono Synth. Как видно из названия, это басовый моносинтезатор, выполненный в форме педали. В нем есть 11 классных пресетов с гибкими настройками, и в него вы втыкаете бас-гитару и на выходе получаете сигнал синтезатора. Давайте начнем с того, что мы посмотрим на какие возможности есть у этой педали для подключения. Ну, во-первых, у нас здесь есть инструментальный вход и вход педали экспрессии, при помощи которой вы можете управлять различными параметрами синтезатора. Дальше у нас здесь выход синтезатора, куда на самом деле суммируется и чистый сигнал бас-гитары, и непосредственно сам синтезатор, и отдельно выход чистого сигнала для того, чтобы вы могли обработать чистый сигнал отдельно в дальнейшем какой-то цепью. Также здесь у нас есть два фуд-свитча. Этот фуд-свитч у нас включает-выключает эффект, и этот фуд-свитч у нас непосредственно отвечает за включение и выключение подмеса чистого сигнала вашей бас-гитары. Ну и начнем непосредственно демонстрацию с того, как звучит чистый звук бас-гитары. И включаем синт, и первый пресет называется лазер. Теперь ручки регулировки. Во-первых, у нас есть отдельно ручка Dry, то есть подмес чистого звука, и отдельно ручка Synth, то есть уровень самого синтезатора. Вот сейчас абсолютно убрал я чистый звук. Но я лично нахожу, что чистый звук все-таки процентов на 50-60 лучше всегда оставлять подмешанным для того, чтобы бас лучше читался в миксе. Таким образом, у него сохраняется низ, и он такой более, скажем, кусачий. Дальше, вот эти две ручки у нас отвечают непосредственно за параметры синтезатора. Первая ручка называется чувствительность, и вот сейчас она почти на минимуме, и посмотрите, синт обрабатывает не каждую ноту, которую я играю. Некоторые он пропускает. Вот ставим ее на максимум. И он прочитывает абсолютно каждую ноту. И вторая ручка называется Control, и она отвечает за параметр. Этот параметр отличается от пресета к пресету, в разных он разный. И давайте послушаем, что он здесь делает. Вот сейчас эта ручка на минимуме. Ну, очевидно, то, что этот параметр здесь, в этом пресете, открывает фильтр и делает огибающую более плавной. Как вы видите, весьма гибкие настройки синта. В принципе, на одном пресете можно нарулить весьма разнообразные варианты звука. И плюс вот этот фуд-свитч, он либо включает, либо выключает чистый сигнал. Вот сейчас у нас чистый сигнал есть, он подмешан. Нажимаем, и чистый сигнал у нас пропадает. Как вы слышите, наверное, без
подмеса чистого сигнала сам синт звучит, ну так, рыхловато, и в миксе он, возможно, будет теряться. Поэтому, еще раз повторюсь, я люблю примерно процентов на 50-60 оставлять чистый сигнал подмешанным. Ну а теперь, друзья, давайте пробежимся по пресетам и послушаем, какие варианты звука эта педаль нам предлагает. Первый мы уже послушали, включаем второй пресет. Пресеты мы переключаем вот этой вот ручечкой. Давайте посмотрим, на что влияет у нас вот эта вот ручка параметр. Ну, очевидно, ручка параметр у нас также открывает фильтр и влияет на огибающую. Следующий пресет. Такая эмуляция легендарной 303-й кислотной машины. Весьма достоверная. Ручка параметр, то есть контрол, здесь добавляет, очевидно, резонанс и такую более, скажем, ядовитую, такую яркую огибающую. Следующий пресет. Такой классический пилообразный синт. В этом пресете у нас, очевидно, ручка Control регулирует октаву нижнюю. То есть, если мы поставим на минимум, то у нас синт звучит в унисон. Если мы добавим, появляется октава внизу. Следующий пресет. Этот пресет очень похож на синтовый бас из песни Майкла Джексона, которую, я думаю, вы все узнали по рифу. И здесь ручка Control открывает, закрывает фильтр и делает огибающую такую более короткой в минимальном положении и более плавной в максимальном. Следующий пресет.
Вот такой интересный пресет, такой синтезатор с автоквакером. То есть фильтр открывается периодически при помощи LFO. И вот эта ручка Control, она непосредственно позволяет нам менять скорость LFO. Естественно, подключив педаль экспрессии, можно этим управлять параметром ногой при помощи педали, что даст определенную динамику при игре на концертах. Следующий пресет. В этом пресете, очевидно, Control регулирует также фильтр и огибающую, как на большинстве из них. Это мы перешли к следующему пресету. Такой опять кислый, интересный бас. Еще один вариант кислотного баса, только немного другого характера. И вот этот вот Control опять у нас регулирует здесь и фильтр, и резонанс, и огибающую. И осталось у нас еще парочку пресетов. Вот предпоследний. И ручка Control здесь регулирует также открывание фильтра. И последний пресет. Еще один вариант синтезатора с автоквакером, где фильтр у нас колеблется в зависимости от частоты LFO, и вот эта ручка непосредственно изменяет частоту колебаний. Причем, в отличие от того пресета, обратите внимание, здесь мы дергаем струну, и колебания не сразу начинаются непосредственно, а они плавно добавляются. И плавно добавляются и становятся более глубокими с течением времени. Что, на мой взгляд, очень интересно. Мы прошлись по всем пресетам. Важнейшим параметром для любого басового или гитарного синта является трекинг. Трекинг — это быстрота срабатывания и прочитывания нот, которые вы играете. И у этой педали трекинг на самом деле очень хороший. Задержки никакой нет. И на любое звукоизвлечение педаль отзывается очень быстро. Какие-то там быстрые 32-е ноты она, может быть, и не обрабатывает, но, скажем так, если вы играете партию синтезатора, то быстрые ноты вам, скорее всего, и не понадобятся. Вам нужны какие-то жирные, классные, синтовые, низкие ноты. И также я бы хотел обратить ваше внимание, что из названия следует, это моносинт. То есть интервалы эта педаль не обрабатывает. Вот давайте посмотрим. Зажимаю кварту. Звучат артефакты.
Одиночные ноты она обрабатывает прекрасно. И играть на подобных вот басовых синтах нужно достаточно чисто. Если у вас какие-то флажолеты выскакивают между нотами, то могут появиться артефакты. То есть чистота звукоизвлечения — это залог чистого басового синта. Ну и в финале хотел бы резюмировать все вышесказанное. В этом компактном корпусе Electro-Harmonix нам предлагает 11 абсолютно уникальных, интересных пресетов, где мы можем найти и классические звуки, например, вот как из песни Майкла Джексона, подражание, скажем, легендарному Мини-Мугу, также и какие-то кислотные звуки, ну и много-много других. То есть педаль звучит очень интересно и разнообразно. И настройки у нее весьма гибкие, и плюс педаль экспрессии можно подключать дополнительно. В общем, я думаю, что этот басовый синтезатор может понравиться и удовлетворить любые, даже самые требовательные вкусы музыкантов. Ну а что думаете вы по поводу этой педали? Обязательно пишите в комментариях. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений о будущих видео и до скорых встреч. Пока. Еще надо сказать про одну вещь. Давай, я готов. Но это можно кат сделать. Слышь, Димка. Диман, врубай камеры свои, чё спишь-то? Ну потому что ролик у тебя занудный.